we today have fourth, right? Fourth, Четвертый Вселенский собор сегодня. So today we're looking at the Fourth Ecumenical Council. Do a quick review on last week's Third Council. И мы кратко пройдем по Третьему собору, о котором говорили в прошлый раз. So the Third Council took place in 431, and the heretic Nestorius argued that because Mary gave birth to Jesus the man, she should not be called the Theotokos, but the Christotokos. Который произошел Третий собор в 431 году, и в основном он рассматривал вопрос Нестория, который говорил, что Богородицу нельзя называть Богородицу, а надо называть Христородицей. И это были споры о природе Христа. So even though that was the main point of that council, again, Arianism was condemned. It was identified as heresy, and those that were promoting it were either deposed or excommunicated. Несмотря на то, что это был не единственный вопрос, но он был одним из самых главных, арианизм был осужден как ересь, и все, кто отказались с этим согласиться, кто настаивали на своем видении, они были удалены со своих должностей или отлучены от церкви. And then as well, the Nicene Creed was again restated, confirmed as true, and prohibitions were put in place against making any changes to it. И также никейский символ веры был утвержден, дополнен, и было принято решение, что уже никаких дальнейших изменений не должно делаться к нему. So a mere 20 years later, so 451, October is when this began, the expectation was that, okay, we've got all this Arianism and heresy about Mary taken care of. So people were expecting there to be peace and happiness in the empire. И примерно через 20 лет из-за того, что этот вопрос как бы был решен на Третьем соборе, все ожидали, что наконец-то наступил долгожданный мир в церкви, и теперь все эти смущения, все эти брани прекратятся. So because the political world and the religious world were so closely tied, Emperor Theodosius II, who had called the Third Council, his life started unraveling, where his wife left him and went and lived in another city. His sister fell out of favor, and others who were not really orthodox became the influencers on society. Но из-за того, что в то время особенно политика государственная и церковная жизнь, они были очень тесно связаны, и политическая обстановка влияла тоже и на церковную жизнь. И к тому времени император Феодосий II, который собрал Третий собор изначально, у него всякие неустройства начались и в жизни, и во власти. От него жена ушла, переехала, стала жить в другом городе. Сестра его впала в немилость, и влияние в политической сфере попало в руки к людям неправославным во многом. The main influencer was a eunuch by the name of Chrysophius. And he had a very elderly spiritual father who was the archimandrite of a community of monks in Constantinople, and his name was Eutychus. И одним из самых влиятельных людей вот тогда в политической сфере был некий Хрисанфий, евнух, у которого был духовный отец, очень пожилой архимандрит из монашеской общины в Константинополе по имени Евтихий. He was a supporter of Cyril, but at the same time, he was very favorable towards Apollinarianism. And he was quite old, so his teaching was less than clear. He was quite muddled in how he presented his
spin on things. С одной стороны, он был сторонником Кирилла Александрийского, но в то же время очень благосклонно относился к аполлинаризму, к ереси. И из-за того, что вот он уже был очень в престарелом возрасте, как бы не совсем было ясно его учение, и много было запутанного в его понимании. He taught that Jesus had two natures before the incarnation, but only one afterwards, and his view became known as monophysitism. Он учил, что у Христа, у Иисуса было две природы до воплощения, но только одна после воплощения. Which two before? It is another question. What would have been divine and human. Oh, before, I see. Yeah. У него было две природы, человеческая и божественная, до того, как он воплотился, а после воплощения они слились в одну природу. So he argued that after the incarnation, Christ had only one, so mono, and then physis of nature. And he used the illustration of a cube of sugar dissolving in a glass of water. И отсюда произошел этот термин монофизитство. То есть моно – это один, а физис – это природа. То есть одна природа. И он использовал образ такой, как вот кусочек сахара бросается в стакан воды, и как он растворяется. Там получается вода вроде бы с сахаром, но... So his view was somewhat like Apollinarianism, but in Eutychus's understanding, basically Christ's human nature was absorbed into the divine, which left him with a human body and then only a divine nature. И очень это близкое понимание к этой ереси Аполлинария, но означало, что человеческая природа Христа, она была поглощена божественной. И уже во Христе только божественная природа существовала. So it's a very fine distinction between the two. So in Apollinarianism, there never was a human nature. It was just a human shell, and then the divine was basically poured into it. И разница между этими двумя пониманиями такая очень тонкая. У Аполлинария вообще не существовало человеческой природы. Изначально сразу Бог просто использовал тело человека как некий сосуд для своего пребывания, а у Евтихия, видите, были две природы до воплощения, которые соединились в одну. So only 8 years after the Third Council, Eutychus was teaching this type of confusion. He was very unclear. There seemed to be internal inconsistencies in how he presented it, and he even said that even though Christ had human flesh, he was not consubstantial with humanity. Всего через 8 лет после Третьего собора уже он начал продвигать это учение, и оно было очень неясным, много было в нем противоречий, и вот он учил в частности, что хотя у Христа была человеческая плоть, что он воплотился, но что это он отличался от нас, это была другая плоть и другая сущность, он не единосущен человеческой природе. So with this kind of confusion, the time between the Third and Fourth Council, there was a lot of unclarity. A lot of people were very confused. They were looking to the Third Council for the way Christ was described, but then they were hearing this teaching that was contrary. So there was a very muddled, confused type of approach. И из-за возникновения этого учения, и из-за того, что вот оно тоже захватывало умы, с одной стороны были решения Третьего собора, с другой стороны появились вот это новое течение, и опять в церкви возникло много смущений и много недопониманий и вот таких вот противоречий, разногласий. So living in the time that we do, it's very easy to forget that the first several hundred years of the church didn't have the clarity that we do. There was so much confusion. There was different
groups presenting different things, and they were arguing, and people didn't have the luxury, the benefit that we do of this is what the church believes. В наше время, в которое мы живем, мы обладаем такой ясностью в нашей вере, и очень легко забыть опять об этих первых веках христианства, когда не было вот этого комфорта, не было этого основания, но было очень много разных течений, было очень много разных смущений вот по поводу веры, сильно отличается наше время от того. So understandably, with all this confusion, people began complaining with there being so much dissension and confusion and muddledness that eventually letters were being written to the emperor, and he responded by again condemning Nestorius, anybody favorable with him, including Eutychus. И в этом неустройстве всем очень много людей было недовольных, и дошло до того, что уже начали писать жалобные письма на Евтихия императору, и в ответ императорский двор вновь осудил учение Нестория и всех, кто был к нему благосклонен, и осудил Евтихия от лица императорского двора просто. So as more and more complaints mounted, word started getting around that Eutychus was putting together a band, a group of monks that were going to rise up against the patriarch and basically try to overthrow him. Но Евтихий не смирился, и стали распространяться слухи о том, что он собирает группу монахов, собирает своих последователей для того, чтобы восстать против патриарха тогдашнего Флавиана, чтобы защитить себя и как бы его свергнуть, настоять на своем. So there was a long-standing, how do I say this? There was a group, kind of a permanent synod that was in place called the Home Synod, where when little questions would come up, they could rise up and answer them quickly without having to call a synod. And when they did this, they used the synod to respond to what Eutychus was doing. It's maybe like in Russian church now they have synod, right? Yeah. И в то время тоже, вот как сейчас есть синод епископский, там с патриарха, с епископами, так и тогда был такой небольшой синод, который собирался и решал различные вопросы. И на этом синоде патриаршем рассматривался этот вопрос. So the synod called Eutychus in to defend himself. He presented his argument. He refused to budge. He was like, two natures cannot be the truth. It has to be one. I'm not going to change. И на этот синод был приглашен Евтихий, его выслушали, и он заявил, что это не может иметь у Христа две природы, и он сказал: я держусь вот такого мнения, что природа одна. So after 2 weeks of debate and discussion, the synod excommunicated him, deposed him as priest, deposed him as archimandrite, but he still continued to fight. He still refused to submit to even Pope Leo. И после 2 недель дебатов на этом синоде рассматривали это дело, и в конце концов отлучили его от церкви, низложили с поста священника архимандрита, но тем не менее он и его последователи, они продолжали бороться, спорить, не хотели смириться, и даже написал папе Льву, папе Римскому, чтобы он его защитил. Because of the amount of trouble Eutychus was causing, Leo decided to call, no, I take that back. Patriarch Theodosius called a council. This is before the 4th, basically 2 years before, and he invited Leo, but Leo declined and sent representatives with a letter that summarized his position. И еще до того собора Вселенского, о котором мы будем говорить, Феодосий в Константинополе созывает собор, из Константинополя созвал собор в Ефесе, чтобы попытаться разрешить эту путаницу. Но когда папа Лев из Рима получил приглашение, отказался приехать и прислал своих легатов, представителей. So in summary, Leo's statement reads
as this: by reason of this unity of person, to be understood in both natures, the Son of Man is said to have come down from heaven when the Son of God took flesh from the Virgin, from whom he was born. And again, the Son of God is said to have been crucified and buried, though he suffered these things not in the Godhead itself, wherein the only begotten is co-eternal and consubstantial with the Father, but in the weakness of human nature. Так, перевод будет, конечно, приблизительный, так что окажите снисхождение. Значит, патриарх Лев отправил в письме как бы изложение западного взгляда на этот вопрос. И вот цитата в свободном переводе: «По причине этого единства личности Иисуса Христа, понимаемого в обеих природах, то есть божественной и человеческой, говорится, что Сын Человеческий сошел с небес, когда Сын Божий принял плоть от Девы, от которой Он родился, и снова говорится, что Сын Божий был распят и погребен, хотя Он претерпел все это не в самом Божестве, в котором единородно является вечным и единосущным Отцу, но в слабости человеческой природы». То есть какие-то действия происходили по Его божеству, а какие-то по природе. Именно речь, их понимание было православным. So despite the clarity of the Western position, Eutychus still refused to budge. He would not submit to the Orthodox view. And with this, he was branded as heretical and perverse. И несмотря на ясность в этой точке зрения Запада, все равно он не смирился, не изменил свою позицию и в конце концов был признан как еретиком и извращающим, нарушающим православную веру. So there's two important points that they were looking for with this council. The first is the reality and independence of the two natures of Christ, and the person of the incarnation is identical with that of the divine word. И две важных вещи были установлены, да, приняты на этом предварительном соборе. Первое – это о том, что о реальности и независимости двух природ Христа. То есть, что они существуют отдельно и независимо друг от друга. Есть и божественное, есть и человеческое. И второе, что личность воплощения идентична личности Божественного Слова. То есть, вот, да, как говорит апостол Иоанн, что Слово стало плотью. То есть, это Сын Божий. So this council, which took place in Ephesus in 449, ended up getting the name of the Robber Council because it was a horribly dishonest and deceptive attempt to basically overrule and undermine what had happened with the home synod. That's the same we were talking about. Yeah. Those two things is from this. Yes. И эти две вещи, как бы, они были положительные, но тем не менее собор назывался разбойническим. За 2 года произошел до Четвертого Вселенского собора. Wait, this is another one, no? What about these two things that we just mentioned? It's the same? This council? For this two? They said this is what they were. And this is right? This is. Yeah, but you'll find out I see. what actually came of this Да, council. то есть правильно. Эти две вещи были правильными, но он назывался разбойническим, потому что помимо этого было куча неправильных вещей, и в частности, что он был созван с целью восстановления Евтихия и с целью, именно с такой политической точки зрения, низложения патриарха Флавиана и низложения всех обвиняемых, не обязательно виновных, в несторианстве. So when they invited bishops and religious leaders to come to this council, they very carefully chose who was allowed to be involved, and they specifically forbid certain bishops to speak. Basically, they could just sit and observe. Когда они выбирали и приглашали епископов для участия в этом соборе, они очень внимательно рассматривали, у кого какая точка зрения.
и выбирали только тех, которые соответствуют ихнему видению, и те только могли принимать реальное участие в этом соборе, иметь какое-то влияние. And the council ended up seeking to restore Eutychus, to depose the patriarch. And this last point is curious. They were looking to depose all who were accused of, but not necessarily guilty of, Nestorianism. И вот, как мы сказали, да, они хотели восстановить Евтихия, низложить патриарха, и под предлогом несторианства они пытались всех именно, которые были не согласны с ними, под предлогом этой ереси тоже отлучить от церкви. And the accusation part is important because there were still many who accused Nicaea of being Nestorian in nature. И это как бы важный момент, потому что все еще многие обвинялись вот в этих взглядах несторианства, которые были осуждены на предыдущих соборах. So they ended up with declaring the human and divine essences of Christ are independent. There are two persons, the man Jesus Christ and the divine Logos in one body, and they rejected the term Theotokos. И в конце концов они еще три вещи постановили на этом соборе, что человеческая и божественная сущности Христа независимы, что есть две личности, человек и Иисус Христос и божественный Логос в одном теле. То есть те были две вещи правильные, да, а эти три ошибочные. И они отвергли термин Богородица как невозможный. So with this carefully chosen, carefully crafted council, they declared Eutychus Orthodox. They restored him to his place of priest and archimandrite by a vote of 111 out of 130. И благодаря всем этим как бы хитростям и всем этим вот этому устроению они восстановили Евтихия, и он был объявлен опять православным, восстановлен в сане священника архимандрита 111 голосами из 130. So with this final declaration about Eutychus, the president of the council denounced Patriarch Flavian as in violation of the Nicene Creed, and he basically opened the doors to the council, and it was all pre-planned. A huge mass of violent monks, Egyptian sailors, and street people burst in and attacked the patriarch, like physically attacked him. И результатом, как бы плодом этого собора стало то, что председатель собора, он осудил Флавиана за нарушение никейского символа веры. Последовал бунт, как бы все было так подготовлено, к этому подведено, когда и некоторые монахи, и египетские моряки, и различные как бы толпа народа ворвалась в собор и напала на патриарха Флавиана. With Flavian's expulsion, a new patriarch was named. Many other Orthodox leaders were deposed, and the council really presented itself as this is ecumenical, this is overrules anything contrary that's said before, but it ultimately was never accepted as a council. Изгнали патриарха Флавиана, был избран другой патриарх в Константинополе, и этот собор преподносился как Вселенский, который имеет авторитет и который, значит, все предыдущие даже соборы подвел к итогу некоторому. So Patriarch Flavian had successfully predicted what was going to happen, and he wrote a letter beforehand. And as soon as he was arrested, he sent the letter out to the Pope, and the Pope basically responded with calling his own council in Rome and annulling everything that had just taken place in Ephesus. И Флавиан, перед тем, как вот все это случилось, он предвидел это и знал, что такое может случиться. Он написал особое письмо, которое с просьбой о помощи, которое бы доставлено папе Льву Римскому. И несмотря на то, что этот собор был одобрен императором, папа не принял этот собор, и он созвал свой синод
и аннулировал все эти решения собора в Ефесе. Leo responded with a protest saying, this kind of chaos can't be taking place. We need to put a legitimate ecumenical council in place. But before that could happen, Flavian died on his way into exile. И он выразил протест императору и сказал, что не могут решаться вопросы в таком виде, как это все решалось. Нужно собрать организованный, в порядке, новый собор и решить все как положено. Но еще до собрания этого собора Флавиан умер по пути в изгнание. So, as would be expected, Leo did not recognize Anatolius, the new patriarch of Constantinople. And before the council could happen, in July of 450, Emperor Theodosius, while out hunting, fell off his horse and died. Папа Лев, разумеется, естественно, раз он аннулировал, он не признал и нового патриарха Анатолия, и ситуация внезапно изменилась еще до собора, когда император Феодосий II умер во время охоты. With Theodosius II's death, his sister seized power, which was a good thing because she was faithfully Orthodox and she was deliberately opposed, very pointedly opposed to Eutychus and what he was doing. Результатом этого стало то, что его сестра Пульхерия пришла к власти, и что было положительным моментом, потому что она придерживалась очень строго православной веры и явно и открыто была против Евтихия, против этой ереси выступала. So, to summarize a bit, there was the Home Synod, which condemned Eutychus. Then there was the Robber Council, which restored Eutychus. And then Leo, in response to all that, condemned Eutychus again and called for another ecumenical council to take place in Nicaea. Итак, еще раз, чтобы эту общую картину зафиксировать. Произошел, значит, синод при патриархе, да, Флавиане. Евтихий был осужден, затем был собран этот собор в Ефесе, когда разбойнический, когда его утвердили, но это не принял Папа Лев, и он потребовал созвать настоящий Вселенский собор и разобраться во всем еще раз. То есть, смотрите, насколько все непросто. How not easy it was. Wow. So many confusions. Yeah. So the Huns were invading, and the emperor was unable to leave Constantinople, and so he called for the council to be reconvened at Chalcedon, just across the Bosphorus. Из-за того, что не смог, было вторжение гуннов, тогда ситуация, и император не смог покинуть Константинополь, и он призвал к повторному созыву собора в Халкидоне, сразу за Босфором. So within the month, somewhere between 350 and 500 bishops joined to come to this council. And when they started the council, they read the notes, the acts of the Robber Council that happened. И в течение следующего месяца на собор собралось от 350 до 500 епископов. И чтобы начать собор, в начале собора начали с чтения деяний, постановлений вот этого собора предыдущего, который называется разбойническим в Ефесе. They then read the notes from the Home Synod and took a vote and basically said Home Synod was true and accurate. What happened in Ephesus was heresy and is rejected. Затем они прочитали постановление того, как они называются, домашний синод, то есть самый первый синод патриарха Флавиана, и через голосование приняли его все постановления как верные, а разбойнический собор осудили в Ефесе. And unsurprisingly, so many of those who had attended the Robber Council and had approved it suddenly backed up, confessed their error, and begged for pardon. И очень многие епископы, которые участвовали в том соборе в Ефесе разбойническом, они
отступили назад, изменили свое мнение и попросили прощения. Действительно признали, что это было неправильным, неправославным там, решением. After 5 sessions of discussion and debate over about a 2-week period of time, the bishops from Egypt still would not accept the Nicene Creed, and their position is what we call Miaphysitism, so MIA, which is, again, a nuanced difference between monophysitism. И к 5-й сессии более чем за 2 недели наступил момент, когда епископы Египта, они не согласились с никейским символом веры и не приняли также Томас Папы Льва, письмо с этой официальной позицией по христологии. И появилось еще одно как бы ответвление ереси, то есть одна из разветвлений вот этого монофизитства. For the Miaphysites, the main problem with them came from their inability to articulate in their relatively juvenile sounds kind of bad, but immature terminology. Basically, the way they ended up wording it was Christ's nature was composite, so basically a mixture of human and divine. И они понимали как бы некоторое смешение этих двух природ. У них какое-то своеобразное было понимание, но они именно учили о смешении божественной и человеческой природы. So, as you would expect at a debate like this, tensions were rising, probably lots of yelling back and forth, and the representatives from Rome asked to be excused. Basically, we want to leave, but they were instructed to basically just form a commission and draw up a doctrinal statement. К этому времени вот напряженность эта возросла, этих дебатов и споров. Представители Рима, они решили удалиться, но они получили указание все-таки тоже сформировать комиссию и подготовить свое заявление, как они видят этот вопрос. And as you would expect, their response started with a reassertion of the Nicene Creed, and that the current council was agreed upon as being in agreement with Nicaea. И они в своем заявлении они подтвердили еще раз никейский символ веры, и нынешний собор был признан согласованным с Никеем, что в согласии с никейским собором. So in the minds of the bishops, the belief that was being stated in Nicaea, they worded it as, this is the dogmatic foundation of Christian belief. То есть и все епископы православные выражали, что именно этот никейский символ веры должен стать основой православия, основой вероисповедания. As they put it, this is a solid line that cannot be crossed or rejected. Как они говорили, именно это является твердой определяющей линией, которую нельзя пересечь и нельзя отвергнуть. Если ты принимаешь символ веры, ты православный, если нет, нет. In their wording, they said, some have uttered vain babblings, bringing confusion and mixing of natures. It is unlawful for anyone to produce another faith, whether by writing or composing or holding or teaching others. И в заявлении было сказано, что некоторые вот произносили эту пустую болтовню, внося путаницу и смущение, смешивая природы Христа. И для любого человека это незаконным и никому не позволено создавать свою другую веру путем написания каких-то сочинений или продвигания своих учений. And with this, they added what they called appropriate penalties for those who attempted to teach otherwise, and they insisted that Christ could not be divided or separated. И они добавили соответствующие наказания, как бы прещения церковные для тех, кто пытается это сделать, кто пытается что-то внести свое в веру. И они провели четкое различие между природой и личностью, поскольку личность Христа едина, а природы две. And they were
they believed they were being as articulate as they could, and they gave 4 points where in Christ there was without confusion, so there was no blending that was going on. There was no change. Basically, the divine nature and the human nature did not change when they came together in Christ. Without division, so there was no distinction within. Maybe distinction is not the right word. The two were there, and they were not to be divided up. They were within Christ Himself, and then without separation, it was not a matter of they came together and then one left, or one dissolved, or one disappeared. И они пришли к 4 пунктам, объясняющим, почему личность Христа не может быть, она единая, почему она не может разделяться. Первое – это то, что он не смешивается, эти две природы, они не смешиваются, что они неизменяемы. То есть в этом соединении осталась неизменяемая божественная природа, неизменяемая человеческая, что они соединились нераздельно, то есть нельзя их понимать отдельно друг от друга, именно в этой единой личности. И они не слитны и нераздельны. And then most importantly, from the Eastern side, they did not reject the mystery aspect of the nature of the subject. И что самое главное, именно особенно вот с восточным подходом к этому вопросу, они не отвергали таинство. Конечно, они пытались все это объяснить догматически, понять какие-то в основном основы, но они признавали, понимали, что это великое таинство, которое постичь, конечно, до конца невозможно каким-то образом. So where in the East we have we're very comfortable with the idea of there being mystery. The West, since 1054, has been declining more and more and more into this. We need to articulate, we need to make everything academic, we need to be able to put a scientific answer for everything about our theology. И вот эта разница, она очень примечательная, потому что вот в восточном богословии, в восточном понимании мы все принимаем эту мистику, это таинство. Это таинство, мы даем ему место и не пытаемся проникнуть везде и в какие-то вещи, которые нам не даны, в то время как на Западе, особенно после разделения церквей, после 1054 года, они все больше и больше попытались все понять своим умом, привести к научной формуле и все попытаться объяснить, не оставляя места тайне. And so those in the East were content, were happy with the way they articulated their faith. Those in the West, understandably, again, saw 4 weak points within the way it was articulated. First, they wished that there could have been better explanation for the hypostatic union, basically how did the two natures come together in Christ. И это определение по большей части удовлетворило Запад, но Восток счел, что в нем чего-то не хватает, и поскольку не внесло ясности в ипостасный союз, личный союз 2 природ Христа, да, каким образом это соединяется. And they were struggling as well with the idea that God cannot change, but man can, and how do we explain that in terms of Jesus, because he's both. И в понимании того, проблема тоже была в понимании того, что Бог, Он неизменен, а человек, он изменяется. И каким образом в этом соединении все это происходило, да? And thirdly, they wanted to hear some explanation about, with Jesus being both God and man, how could he suffer and die when God cannot change, and how can death have power over God? It was a point they wanted clarity on. Также они хотели немного ясности в понимании того вопроса, что если Бог имеет эти 2 природы, то есть Христос имеет эти 2 природы, да, божественную и человеческую, то что происходило во время страданий и смерти Иисуса Христа с этими природами?
And then fourthly, the deification or theosis in man that began in Jesus, how they wanted more explanation, more articulation about how that worked for theosis to take place, beginning with the God-man, moving into regular mankind. Также они хотели коснуться вопроса о божении человека, которое началось в Иисусе Христе, что Христос дает человеку причастие божества. So within a few days after the council finalized, some of the bishops were debating over different canons. There was 30 altogether, and I highlighted a few here. They said that bishops were not to wander. Basically, you couldn't become a bishop here and then basically travel around to different bishoprics. И кроме того, значит, они обсудили некоторые церковные каноны такой практической жизни церкви, в частности, что касающихся епископов, о том, что епископы не должны были переходить с места на место, то есть странствовать, именно руководить под их властью только их епархия находилась. They were not to steal one another's clergy. Им не разрешалось, в кавычках, как бы красть священников из другой епархии, принимать. They were not to delay the consecration of bishops. Нельзя было откладывать хиротонию епископов. They were not to involve themselves in government in order to divide up their sees. И также им не разрешалось вмешиваться в работу правительства. And then two very practical. They were supposed to hold synods twice a year, and they were to hire independent auditors for church finances. И также они должны были обязаны проводить синоды, то есть собрания дважды в год, и нанять независимых аудиторов для проверки финансов церковных. And then the biggest, the most impactful canon was the 28th, where Constantinople would have equal ecclesial privileges with Rome, but would only be second in honor. И важно, в 28-м каноне было принято как бы важный момент такой, что Константинополь будет равным Риму и будет уступать ему только по чести. О равенстве церквей. So practically speaking, this idea of Constantinople being second was nothing new. For almost, or even more than 70 years, that's really what had been taking place. И о том, что в то время проходили эти многие дебаты и понимание о том, что Константинополь являлся как бы вторым по иерархии церквей. And the goal wasn't to undermine Rome, it was to provide stability and oversight. So it would be like having an authority over, say, your small town that you see maybe once every 10 years. You're better off having somebody in the town itself to deal with issues as they come up, rather than this far distant, disconnected, unhelpful person. И это было для внесения стабильности вообще в церковную жизнь, потому что так все это было завязано на политике, на Римской империи в начале, и привилегии как бы были уравнены немного Константинополя с Римом. So 182 bishops approved this 28th canon, and the emperor officially declared that Christendom was bound to hold this council as sacred and ecumenical. И 182 епископа одобрили этот канон, и император объявил, что христианский мир обязан принять решение этого собора как священный. And unsurprisingly, the Pope Leo was thrilled at the outcome of the council itself, but he pushed back against that 28th canon, and he believed that the Roman papal throne was the ultimate authority through Peter. И
какая была реакция Запада, что, конечно, первоначально Папа Лев был с восторгом принял итоги собора, все именно богословские моменты, но выступил против этого 28-го канона, поскольку считал, видите, еще тогда такое мнение было, что римский папский престол является высшей властью, потому что через Петра, через апостола Петра. So Leo claimed that he did not invent this view, but that it was a view that had been held by every preceding bishop, built on what Christ said to Peter about being the rock upon which the church was built. И Лев сказал, что это не он придумал, что так считали все папы римские перед ним, и основывались они на словах Христа в Евангелии, который он сказал Петру, что ты есть камень, и на тебе я основаю церковь. And this view was held only by Rome. The other four patriarchates did not agree. They rejected this idea of Roman primacy. Но вот интересно, что именно этой точки зрения только Рим придерживался. Никогда не было во всех церквях вот такого мнения. Всегда считалось, что церкви как сестры, они равные, да, различные церкви. Остальные 4 патриархата не считали Рим первенствующей главой над собой. So when the Great Schism happened in 1054, basically this is when the Pope, you could say, put his foot down and say, Rome has primacy, Rome should be, everybody else should submit to the power of Rome. And the rest of the patriarchates were like, no, it's never been that way. The church has never, as a whole, has never held that belief. И это важно понимать с предстоящим великим расколом, то, что произошло разделение, да, римской церкви с остальными православными церквями, это как папы, они были быстрые в своих оценках, то есть они привыкли, действовали вот с позиции того, что их мнение, оно какое-то главенствующее. Pope Leo normally was very quick, was very quick in his responses in most cases. In this council with these canons, he literally waited 1.5 years before he responded, where he accepted the council, but he rejected the canons. И Папа Лев, он, в общем, принял собор, но он не принял вот эти вот каноны, которые касались практической жизни, и в том числе это 28-й. And it would be over 100 years later before this 28th canon was recognized as valid. И только через 100 лет где-то, в VI веке, этот 28-й канон был признан действительным на Западе. So, with the closing of the council, a monk by the name of Theodosius returned to Palestine and basically started spreading lies, spreading misinformation about the council, which of course caused more confusion, more trouble, more disruption. Случилась еще такая вещь, что после закрытия собора монах некий Феодосий вернулся в Палестину и дал ложное объяснение собору своему, что вызвало еще большую путаницу и неприятности. In the midst of all the chaos, this monk managed to overthrow the patriarch and take the seat for himself. И он, этот монах, во всех этих неустройствах удалось ему свергнуть Иерусалимского патриарха и Ювеналия и занять его место. So, Juvenal, the patriarch, did manage to, with the help of the military, get his throne back. False patriarchs rose to power, were installed, removed, reinstalled. It was just theological chaos. Nobody ever knew who was in charge. It was constant change. И церковь Иерусалимская стала переживать тяжелое время тогда. Ювеналий попытался там, он с помощью военных, с помощью власти он восстановил свой престол, но в богословской сфере очень большая путаница сохранялась, и неустройство, неспокойство было в Иерусалимской церкви. And in the midst of it all, there was still confusion about the two nature theology of Chalcedon. Basically, is it Nestorian? Is it not? Is Christ's nature strictly divine? There was
people didn't really like Eutychus, but they were somewhat sympathetic with his attempt to find a medium happy ground for everybody. И все-таки в церкви еще много было не осели эти споры, не было принято единое мнение, многие придерживались разных точек зрения, кто-то поддерживал и Евтихия, кто-то по православному, и некоторые искали какой-то компромисс. So there was still confusion, there were still complaints that Chalcedon was Nestorian in nature still, and they didn't like Pope Leo's phrase of Jesus Christ was capable of death in one nature and incapable of death in the other. И много, вот это неустройство, ссылаясь на папу, жаловались на его слова, не понимали, что он сказал, это цитата из Папы Льва, он говорит, Иисус Христос был способен к смерти по одной природе и не способен к смерти по другой. То есть, как человек он умер, а как Бог, конечно, нет. So in the minds of the average person, the way that was articulated made them think, well, then there's two Christs, and they were mixing their understanding of person and nature. И те, кто не понимали это, они говорили, ну раз так, значит существует как бы два Христа, и они смешивали личность и природу, опять понятия, то есть не было ясного понимания об этих таких высоких предметах. So Pulcheria, the sister of Theodosius II, who took the throne, died in 453. Another emperor, Marcian, died in 457, and that left the throne empty, which gave a Arian from Germany, Aspar was his name, to take the throne, and he ended up installing a general from the army by the name of Leo, which would confuse matters as well. И в политической сфере тогда тоже происходили неустройства. Пульхерия, сестра императора Феодосия, умирает в 453 году, затем недолго там царствует император Маркиан, и затем трон пустеет, и некоторый германский генерал, арианин, Аспар, получает власть назначить нового императора, генерала своей армии по имени Лев I. So with an Arian in power, this allowed the Monophysites to become much more influential, to seize power, and to put their own patriarch in place. И из-за того, что императором становится арианин, опять у них появляется власть для того, чтобы поставить своего патриарха монофизитского, который опять исповедует ересь. So this new patriarch banished all bishops who were sympathetic to Chalcedon, and the patriarch in Constantinople intervened, and instead of calling a council, he spoke with 65 metropolitans and 1,600 bishops, and he asked two questions. He said, should Chalcedon be upheld, and should Timothy, this new patriarch, remain as patriarch? Это произошло в Александрии, этот патриарх монофизит стал. Он низвергл всех, кто поддерживал собор в Халкидоне, и вмешался Константинопольский патриарх. Но вместо того, чтобы созвать единый собор, он опросил 65 митрополитов и 1600 епископов и задал им следующие два вопроса. Следует ли сохранять, придерживаться этого собора Халкидонского, и должен ли Тимофей оставаться патриархом Александрии, который вот стал монофизитом? And that huge number of bishops responded with, yes, Chalcedon should be upheld, and no, Timothy should not be in power. И большинство всех этих епископов сказали, да, мы должны придерживаться собора, и нет, он не должен оставаться патриархом. So for the next 33 years after Chalcedon convened, the entire Roman Christian world was in chaos. The West had been overrun by Arians and pagans, and the East was battling over this Nicaea-Chalcedon confusion of is it Nestorian, is it not?
what is the nature of Christ? Следующие 33 года после Халкидона была большая неразбериха и попытки опять изменить формулировки халкидонских постановлений. И на западе ариане правили, на востоке вот эти происходили эти споры и смущения. So, and to make matters worse, there was no consistent or stable leadership in place. There's just constant turnover of patriarchs and bishops and argumentation. И в это время не было никакого как бы лидера, который бы вот повел за собой церковь и людей, который бы дал правильное направление. And in the minds of most people, it's easy to think, so the religious leaders knew what they believed and they were promoting that, but the general populace were still confusing the nature of Christ with the person of Christ, and they kept thinking in terms of, well, there's two Christs then. И кто-то, конечно, епископы, большинство епископов, которые понимали и разбирались в этих вопросах, пытались определить, внести ясность, но в церкви основная масса церковная очень много еще путала и смешивали понимание личности Христа и его природы. So it's easy for us to look back and think, well, it's so straightforward, it's so simple. We have our carefully articulated faith, but it was just a massive confusion in both the East and the West. And with the division between the two, there was such a controversy, such a conflict between the two views. And monophysitism had become basically the new point of argument. Сейчас для нас относительно легко смотреть на историю, и потому что мы знаем уже, чем все закончилось, мы знаем, какие определения, в чем истина находится, а тогда, особенно из этого противостояния между Западом и Востоком, между всеми этими различными течениями, в то время было очень многим сложно разобраться, и много было неясного в церкви. So, as we've seen in the past, there's been plenty of councils, plenty of synods, making claims, making decisions that they didn't have the authority to do. And just because a council speaks doesn't mean that they are authoritative. И как мы видим, было множество всяких соборов или синодов, которые собирались и пытались решать вопросы, но только из-за того, что они собрались, это не значит, что у них есть как бы полнота этой церковной власти и что они являются истинными. And then to answer the back and forth of what was going on, the emperor called the Fourth Council, Chalcedon, and decided that 5 points that really summarize Chalcedon: that Jesus was perfect God and perfect man. И значит, был собран этот собор и с 5 пунктами, которые были определены, что Иисус был совершенным Богом и совершенным человеком. Это речь идет о природах. He was eternally begotten of the Father. Что он вечно рождается от Отца. He took on our full human nature, but without sin, of his own will. Что он принял нашу человеческую природу во всей полноте ее, кроме греха, по своей собственной воле, по изволению. So probably a good way to think of, if you were to summarize Chalcedon, would be Jesus unites divinity and humanity within himself as a single person. То есть можно так сказать, что Христос объединяет божественность и человечность в себе как в единой личности. Without confusion, without change, without division, and without separation. Без смешения, без изменения, без разделения. So the need for all that, what seems like extra verbiage, extra terminology, was to answer all these minute adjustments they were trying to make to get away from what they feared was Nestorianism. И они пытались внести
внести эту ясность для того, чтобы избежать опять этой опасности, чтобы впасть в ересь, не историю, а понимание природы. О, вот это да, представляете? Can you imagine like what church went through? Lord have mercy. Но сейчас, видите, мы сейчас имеем какую основу, благодаря чему, как она давалась, да? Нелегко. Представьте себе, через сколько скорбей пришлось пройти, и сколько святых гонений были изгнаны. Through how many sorrows church had to go, and saints would be in exile, and this we to have now this foundation, like fear, understanding of the faith. И, конечно, опять-таки, вот это очень важный момент про вот это таинство, да? This is very important moment about the mystery in faith. Потому что все эти соборы, все наши определения веры, это как бы только такая, как надстройка, как такие буйки, что туда не заходите, сюда нельзя заходить. Но на самом деле саму суть происходящего, конечно, все это покрыто тайной. And this was the good also you gave in the first, I think, talk about the lines in the road. How all these things that we learn is just like a borders that we do not cross, but the mystery is like still like, oh, so we can't even get there. А как помните, это про линии на дороге, что и про границы церкви. Мы знаем, определились границы церкви, но что внутри этих границ, это таинство. Оно как бесконечно, наверное, как сам Бог. This mystery is like endless, inside the borders. I think it's really important to see the mercy and the patience of God in all this. You know, we're talking about hundreds of years of theological confusion, to where, you know, in the West you hear these questions of, well, if you don't believe in Jesus, then God just sends you to hell. It's like that's not the case here. You know, God has been so merciful and patient with mankind until He basically gets His stuff in order. Можно обратить внимание, как вот на примере всей этой истории, всего, что происходило в церкви, на долготерпение и на милосердие Божье. Что не так все происходит, как преподносит часто Запад, что вот если здесь, значит, ты неправильно что-то не понял, ты идешь в ад сразу. Бог долготерпит, пока, видите, сотни лет взяло, пока вот определялись с этой верой и находили истину. So we can appeal now to the borders that we have, whereas back then God was so much more gracious to allow for people's good intention. You know. И сейчас мы имеем эти границы церкви определенными, но тогда Господь был очень снисходительным к людям, которые, возможно, где-то кто-то заблуждался, но из добрых побуждений, как бы искали, конечно, истину все, пытались. Но они были более верующими людьми, чем мы. Мы как раз уже были. То, что сегодня говорили, да, сказали, что да, возможно, они были более верующими. They were more faithful. At that time, maybe the faith was kind of simpler, like that we were talking today. Less knowledge, more just faith. And it's easier to get lost sometimes. Ну хорошо, слава Богу. Смотрите, мы по часам пошли. Time-wise we are perfect. Good. Ну что, будем молиться?